Ага, да. Данная машина Mitsubishi L200. У нее затроил двигатель, точнее застучал двигатель. Так как форсунки были отремонтированы, то в сервисе проверяли цилиндры методом отключения каждого цилиндра электрическим разъемом. Хотя было видно, что закрыт двигатель, и чтобы достать разъем, я не знаю, как они отключали, но фактически остались ошибки эти от цилиндров. Ну, естественно, удалил ошибки, остались там по конлиниям, которые, в принципе, нас не интересуют. Дальше было решено подключать цилиндры и выяснить, какой цилиндр стучит. Есть такая функция, вот видно, активация компонентов Mitsubishi L200, цилиндры, первый, второй, третий, четвертый. Ну, соответственно, решили попробовать подключать эти цилиндры, чтобы понять, какой стучит. То есть машина работает ровно, но происходит стук. То есть вот активируем компонент, после этого пропадает стук, ну и троение появляется. Соответственно, дальше включаем все 4 цилиндра, и что радует, что есть такая функция, то есть на двигателях нельзя залезть там. Ну, вообще не рекомендуется снимать высоковольтные провода на форсунке, можно спалить блок, потому что напряжение там высокое. Вообще не рекомендуется снимать разъемы на работающем двигателе. Даже если смотреть по активации компонентов, тут можно активировать дозировочный клапан, двойную заслонку, систему рециркуляции. Да, сейчас повторно отключаем первый, чтобы проверить, что да, действительно это в первом был стук цилиндра. Мы его отключили, стук пропал, троение появилось, но однозначно стуки пропадают на первом цилиндре. То есть что это может быть? В первую очередь это может быть форсунка неисправна, вторую очередь это может быть проблема с цилиндром. Почему может стучать цилиндр, может быть топливная? Так как, допустим, увеличивается подача в цилиндр, то есть энергии в цилиндре больше, соответственно, в данном цилиндре больше детонация идет, соответственно, появляется звук стуки. Ну, то есть несколько раз было это проверено, чтобы убедиться, так как разборка такого двигателя D4DI, уже Common Rail Denso системы, требуется замена одноразовых прокладок, которые не дешевые. Соответственно, лучше 300 раз проверить, чем в один раз лишний разобрать. Дальше решено было посмотреть по давлению, как проседает. Как у форсунки есть несколько неисправностей, допустим, клапан внутри, который может не держать, поэтому повышенная подача в цилиндр. Соответственно, мы увидим это на высоком давлении в рамке и в аккумуляторе топлива, как говорится, у дизелей. Смотрим по параметрам, если этот параметр данный. Ну, кстати, здесь очень много что есть. В принципе, есть даже прописка форсунок, что очень немаловажно. Не ставим на выход. Вот давление топлива мы видим, все отлично. Выставляем числовой, но лучше, конечно, графики все более точно видно, что цифры не настолько информативны в промежутке времени. Вот смотрим, давление прыгает, то есть 29-31. Ну, в принципе, нормально для двигателя, который прошел очень много. Так, давление 32. То есть холостом давление 30 килограмм получается. Не бы поставить. Дальше, как
как бы решили, что заглушить двигатель, посмотреть, как машина заводится, как растет график при запуске. Ну, погазовали, естественно, чтобы посмотреть, как давление растет, сбрасывается. В принципе, давление шикарно держится. Бывает так, что 30 ровно идет, 30-31, вот так вот, ну это вообще как умоет машина. Может быть, а тут машина не новая. Ну, кстати, скажем так, регулировка, то есть то, что можно отрегулировать или корректировать, то есть программирование. Ну, это так, для того, кто интересно, у кого есть такая программка, что может сделать данная программа. Так, ну сейчас будем глушить двигатель. Кстати, он отключается, когда глушишь, потому что выключает зажигание и сканер отключается. Ну, скажу так, в этой программке 15 года удивило, что не отвязался сканер, а буквально сразу подцепился буквально тут же. Тут прыгает уже побольше давления. Еще нужно понимать давление, то есть это проверяется клапанная часть форсунка, как они держат, потому что запуск идет при где-то 250-350 бар, ну 25-35 мегапаскаль, где-то вот в этом диапазоне запуск запускается двигатель и держит потом 30. Эти проверку обратки в этих форсунках невозможно сделать, соответственно, как обычно там измерительным инструментом, можно общую проверить, но отдельно проверить невозможно, поэтому проверяется общее падение давления или наоборот давления. Вот сейчас, кстати, зажигание выключено и включено опять, то есть видно, что и запустилось. Вот график давления, то есть он вырос до 450, не запустился. Mitsubishi уже на сервисе. И вот уже, то есть было принято решение снять форсунки и посмотреть их на стенде. Вот это показатели первой форсунки, которую мы отключали и которая была предположительно неисправная. То есть что здесь видно? Ну вот, а это, кстати, второй тест-план форсунки, ну, инжектора Common Rail, проверенный на стенде C-Max турецком. То есть вот смотрим, пятый режим, 250 давления, 650 миллисекунд, 40 градусов температура, подача у нас идет, подача 5,7 плюс-минус 2,8 миллиметра кубических, а у него фактически 6,6 в норме, это второго. Так, на 850 это плюс-минус 2,4, тут 2,7. А на первом 24 на холостом ходу получается. Это огромная подача 6,6 и 24. То есть почти сколько? Ну, почти в 4,5 раза. То есть, соответственно, это неисправно.